Давайте посмотрим. Подходим к машинному отделению. Друзья, мы сейчас заходим в ЦПУ. Центральный пост управления. Ой, Харли Квинн. Прикольная тема. Конфетки. И заходим в туалет. Смотрите, первый день нашего перехода. Только вышли с Вьетнама. Покажу, какая погода ждет. Вот тут мы сейчас уже. Вот красный силуэт — это мы. И идем мы, используя, естественно, дугу большого круга. Вот так вот мы идем в Лос-Анджелес. Не напрямую, а вот именно так. Так, короче, получается. Смотрим, что нас ждет по погоде. Вот это вот, как вы понимаете, это нехорошо. Вот такое вот желтое, оранжевое, красное. Тут мы можем примерно себе представить, что нас ждет. Видите, наше судно двигается потихоньку. Тут мы подходим к Японии. Где-то что-то мы встретим, но будем корректировать курс. Если будет необходимо. Здесь вроде становится полегче. Подходим к линии пересечения дат. Бесплатный день у нас один будет. Естественно, сделаем его. Постараемся сделать выходным. Все к этому идет. И прогноз заканчивается. Потому что прогноз на 12 дней, у нас переход чуть-чуть больше. В принципе, пока все очень даже неплохо. Посмотрим, как будет на самом деле. Гена, держись, Гена. С персиком? Да. А ноги надо поднимать? Это просто нормально не помещается. У него просто кровоток же нарушен, когда ноги подняты. Прошлый раз так делали нормально, все по датчикам было, как прошло. Ну, в комментариях 100% напишут. Конечно, ровно, это просто места нет. Диваны не предусмотрены на длинных кадетов. Тихо, удар. Два раза есть удар? Нельзя 2 раза. 8 градусов тепла. Потеплело. Было 7. Ночью вообще было 4-5. Сейчас 8 уже. Мы пересекли линию смены дат. Завтра у нас опять 5 число. Видите, стоит уже 179 градусов западной долготы. Так что завтра у нас бесплатный день. Где-то вот там вот она находится, эта линия, ну уже позади. Мы сегодня с парнями собрались поиграть в баскетбол. Но так как было очень грязно, корму замыли. И теперь, внимание, вопрос. Успеет она высохнуть за 4 часа или нет? Но есть хороший прогноз, смотрите. Видите, это за час она подсохла вот так вот. Подсыхает. Мне кажется, что за следующие 3 часа, 3-4 до баскетбола нашего, она должна успеть вся высохнуть. А вообще, очень прохладненько, я бы так сказал. Сейчас на улице +9. Так что надо разогреваться баскетболом. Бомбезный день сегодня будет. На обед стейки суши,
а на ужин чебуреки. Everything. Steaks, sushi. This is T-bone, yeah? Who did it? You? Together? Чебуреки. Что на обед? Стейк. Нормально. Блин, мороженое даже никто не ест. Лежит тут постоянно. Наш garbage room. Но мусора практически нет. Все хранится в этих сундуках железных. То есть нету вот такого склада огромного, каких-то пакетов. Все четко, все в коробках, в ящиках. Кстати, очень сильно помогает вот эта вещь, компактор, который сжимает мусор. Друзья, я надеюсь, вы помните этот туннель жизни, он же Passageway. То есть такой туннель, который соединяет носовую часть судна с кормовой. Туннель жизни предназначен специально для того, чтобы в плохую погоду была возможность добраться до носовой части судна. Потому что там якоря, там аварийный пожарный насос, ну там очень много всего. И у меня есть отдельное видео про этот туннель, можете посмотреть, ссылочка у меня над головой. Вот это, кстати, помещение, где находится Pilot Door, внизу, там спускаешься по трапу, то помещение, через которое мы встречаем лоцмана. Где мы встречаем лоцмана? Мы продолжаем наш путь. Ну, длинный туннель, потому что на всю длину судна он. Помещение носовая подшкиперская. Кто не видел, показываю в этом видео. Над нами, там вот сверху, там носовая mooring station. Вот это носовой форштевень, нос судна, грубо говоря, на понятном языке. Храним концы здесь, все скойлано. Готово к плохой погоде, если что. Вот видите, вот эти вот белые такие огромные, как сказать, не знаю, емкости, не емкости. Это цепные ящики. То место, где хранятся якорь цепи. У нас 2 якоря, соответственно, 2 цепи. Вот это вот белое. Это щиты все электрические, управления лебедками, якорным устройством, насосами. Какой-то крепежный материал здесь есть у нас, вот, лежит. Так это все сверху выглядит. Запасные веера стальные. Много кончиков, видите, запасных. Если понадобится, при необходимости, можно воспользоваться. Все, покидаем это замечательное помещение, идем дальше. И вышли мы на баскетбольную площадку, можно поиграть. Кто-то решил походить по кругу, походу. Над чем-то размышлял, наверное. Капец, сколько грязи. Ужас. Это все собирать, блин, надо. Замывать.
Да, друзья, мы еще в Тихом океане, но уже очень близко к США. Нам осталось буквально, сегодня 10 июня, нам осталось буквально 2 дня. 12 июня мы должны туда прийти. Мы уже зашли в ECA, Emission Control Area, то есть перешли на дизельное топливо. И вот такими темпами, потихонечку, помаленечку, сегодня еще вечером нам предстоят обязательные тесты перед входами в навигационные воды США. Обязательно нужно провести порядок теста в соответствии с чек-листом, дабы не нарушать федеральный закон. За это можно очень сильно влететь. Но мы люди сознательные, поэтому законы мы нарушать не будем. Тем не менее, подготовка идет, судно все замывается, подготавливается к инспекциям. Мы не ждем Port State Control. Вы знаете, те, кто смотрит мои ролики, вы знаете, что Port State Control мы прошли в предыдущий раз, когда были в Саванне, естественно, слава богу, без замечаний, просто экипаж очень хорошо работает и был готов к такой проверке. Возможно, вы в курсе, в США сейчас есть определенные трудности с порядками на улицах, поэтому, скорее всего, мне кажется, что будет сильно ограничен вот этот доступ, который нам дает таможня, так называемая CBP, Custom Border Protection. Они могут ограничить выход в город для экипажа, но будем надеяться, что все будет хорошо. Потому что люди сильно заждались, они ждали порт Лос-Анджелеса для того, чтобы выйти в город. Кто на шопинг, кто на прогулки. Но в город я и сам, наверное, не пойду именно в Лос-Анджелес. А вот в Лонг-Бич я бы, наверное, съездил. Я там никогда не был, а весь LA как бы уже посетил. Поэтому для меня более интересен Лонг-Бич. Давайте будем продолжать экскурсию. Сейчас покажу, чем народ занимался, чем он сейчас занимается. Мы подходим к следующему порту. Ну и по традиции, естественно, нужно подготовить судно, чтобы оно было в хорошем виде, в хорошем состоянии, чистенькое, красивенькое, аккуратненькое. И вот этим сегодня экипаж и занимается. Замыли уже палубу частично, идут, замывают с носа в корму, как обычно. Намного чище стало, чем было. Повымывали всю грязь. Бак судна как будто свеже покрашен. Повымывали все, чисто так стало, капец. Смотрите. Кое-где, конечно, рыжик пробивается, но не без этого. Среда суровая, морская вода. Вообще прекрасно. Замылись. Ну, еще замываются. 2 дня нужно на все на это. И туда вот. Уходим сюда. Это правый борт у нас. Мы идем в корму с бака. Все очень чисто, очень красиво. Наши спасательные круги. И вот там вдалеке люди работают. Вот она, чистая палуба, смотрите. Вот тут даже рыжий какой-то. Чистейшая палуба стала. Палуба правого борта, main deck, которую я вам недавно показывал. Она такая черная была. Правда, я показывал за надстройкой, но здесь состояние было не намного лучше. Туда пока еще не дошли. Дойдут, наверное, после обеда. Посмотрим чуть попозже, что там. Вот видно, докуда они дошли. Где начинается грязная часть. Здесь, смотрите, моют даже с пеной. То есть максимально чистый пароход будет. Стоит вот старая вентиляция, ящик железный, ржавый. Я вам чуть попозже покажу, где новая установлена. И вот замененный вайер. Вот еще, кстати, тоже кусок вентиляции. А вайер мы меняли, ребята меняли. Вот там, на монорейле. На этом кране нашем. Вот видите, еще одна вентиляция дожидается своей установки. Она уже даже начала чуть-чуть ржаветь, но это не проблема, это быстро исправляется. Мы ее не можем сейчас установить, потому что в месте, где ее надо приварить, стоит опасный груз. Ну, соответственно, сварка возле места стоянки опасного груза запрещена. У нас их 2 ожидает. Вот
первая вентиляция, вот еще вторая. То есть еще на установку 2 штуки, как минимум. Нам осталось буквально 80 миль со скоростью 10 узлов. Мы находимся в так называемой зоне, где ограничена скорость 10 узлами. Из-за того, что здесь присутствуют киты. Да. Мы сейчас в Санта-Барбара-канале. Ну и осталось нам буквально несколько часов, и мы будем в Л.А. Погода довольно ветреная, но это характерно для Калифорнии в это время года. Так что все нормально. Лос-Анджелес на самом деле не такой солнечный и теплый, как вам показывают в фильмах. Но какая-то чайка полетела. Очень много, кстати, пеликанов тут. Вон он, остров Санта-Крус. Мы пройдем буквально в 3 милях от него. Да, это Санта-Барбара канал. Не очень хорошая видимость, но это типично для этого канала. Смотрите, тоже судно нашей компании. Ну, компания APL — это дочерняя компания CMS GM сейчас, после слияния. Они нас пытаются уже обогнать пару часов. Мы идем минимальным ходом, минимальным, который у нас есть. Это самый малый вперед. У нас скорость плюс-минус сейчас 8 узлов. Они идут где-то 9,5. Потому что больше 10 в этом регионе нельзя. Здесь миграция китов, как я вам уже сказал. И вот эта безумная гонка уже продолжается как некоторое время. А у них Лосман тоже в Лос-Анджелесе в 2 часа утра. У нас в 4. То есть они нас должны в любом случае обогнать. Но мы где-нибудь дальше вынуждены будем замедлиться, потому что с текущей скоростью мы прибываем в 3:10. Нам в любом случае надо будет дрейфовать. Пароход замыли. Вы помните, какой он был грязный. Сейчас смотрите. Чисто все стало, красиво. Готовы к проверке, если она придет. Но она вряд ли придет. В прошлый раз мы все прошли без замечаний. Продолжают делать парни переходные мостики, лэшн-бриджи. Ну и там дальше. Видите, все в пятнах. Кто-то ведро там оставил. Ну, потому что еще не конец рабочего дня. Сейчас пойдем туда, но реф-контейнеры шумят. О, очки чьи-то. Вот по типу такой вентиляции. Я вам там показывал, зеленые стоят, ждут замены. Тоже крышку немножко задевают, насколько это возможно. Инструмент. Сейчас будут убирать. Ведро. Ну, нормально на самом деле. Хорошо. Есть прогресс, он заметен. Вот она, друзья, новая вентиляция. Такая, как у нас за настройкой ржавая лежит, я вам показывал. Вот это она новая. Шумит, но поэтому она и есть вентиляция. Ее устанавливали, приваривали, то отрезали. Важно, что вокруг не должно быть опасного груза. То есть контейнеры, которые находятся рядом, не должны быть с опасным грузом, иначе сварочные работы невозможны. У нас их нет, поэтому мы ее смогли поставить. 2 другие ожидают своей участи. Вот это вот тоже надо заменить. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul?
Ну что, друзья, добрались мы наконец-то до солнечной Калифорнии. На самом деле не очень-то она солнечная оказалась. Погода здесь такая, как будто здесь поздняя осень, где-то такой ноябрь месяц. Очень пасмурно. И вообще в целом весь переход практически ни разу не вылезло солнце. Всего там 3 раза солнышко появилось. В том числе сегодня, когда мы подходили, и еще пару раз оно вылазило. А так весь переход прямо от самого Вьетнама практически и до Калифорнии, до Лос-Анджелеса. Вот такая вот была пасмурная погода. Переход в целом прошел хорошо. Мы застали совсем небольшой шторм, который на нас не очень сильно повлиял, потому что у нас прекрасная устойчивость. Судно загружено хорошо, отбалластировано прекрасно. Поэтому мы хоть и ощущали небольшую качку, но она никакого дискомфорта абсолютно экипажу не доставляла. Хорошо, когда все хорошо. Мне предстоит еще один переход из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, ну, точнее, в Окленд. Это Сан-Франциско-Бэй, залив Сан-Франциско. Там я уже буду меняться. Там мой контракт подходит к концу. Будем лететь потихонечку домой. Я сейчас иду встречать властей. Сейчас приедет CBP, Custom Border Protection. Мы будем проходить фейс-чек. Здесь в Лос-Анджелесе какие-то волнения происходят. Ну, посмотрим, может нас выпустят в город. Вам спасибо за просмотр этого перехода, этого эпизода. Свои пожелания, комментарии, вопросы, идеи, вы, как всегда, вы знаете, где их писать. Пишите под этим роликом, не стесняйтесь. Постараюсь на все ответить, постараюсь поддерживать с вами обратную связь. Так, с вами был капитан Максим, вы были на канале Максмастер. Это был переход через Тихий океан для этого судна, для CMS и GM Norma, контейнеровоза нашего любимого. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Максмастер на связи.